Вітаю, панове! Сьогодні маю до вас пропозицію від магазину BAT.net.ua на 10% знижку на всі товари цього магазину по промокоду PASSAT. До речі, в цьому магазині я купив свою акумуляторну батарею, що зараз стоїть на PASSAT. Кількість купонів обмежена. Подробиці під відео. Кстати, под большинством моих видео есть субтитры на русском и английском языках. То есть, если встречаются непонятные моменты в моем рассказе, что-то не слышно, еще что-то, вы можете всегда обратиться к субтитрам. Кроме того, хочу выразить огромную благодарность Юрию Алискерову за помощь в оформлении моих видео. Сегодня мы рассмотрим аккумуляторную батарею на PASSAT. Она состоит сейчас из двух кусков. Это постоянная часть NMC Химия, чуть позже расскажу о ней. И вторая часть временная, вот она ближе. Она состоит из 4 Тесла модулей, примерно 20 киловатт-часов. Та примерно 20 киловатт-часов и это 20 киловатт-часов. Она мне нужна была для того, чтобы доехать за 240 километров. Я успешно съездил туда, вернулся назад. Видео не снимал, потому что все такое не окончательный вариант. Но проехал я эти 240, еще осталось 15% заряда суммарного. Та часть батареи, она включена в систему, контролируется системой. Эта часть, проводок прокинут, она контролируется мной. То есть там есть небольшой экранчик, который показывает напряжение на каждой ячейке. И я просто стараюсь ее не разрядить. Когда параллелил их, я их зарядил до одного уровня, потом запараллелил, чтобы не было токов перетекания. Сначала запараллелил через резистор. Когда напряжения выровнялись на этих двух батареях, я тогда его на постоянно запараллелил. То есть это временное решение. Я уже принял решение, что буду покупать вторую часть батареи NMC и ставить вместо этой. То есть у меня здесь получится вся аккумуляторная батарея влезет в нишу и получится за подлицо. То есть здесь будет багажник, пол багажника ровненький. Запаска, конечно, сюда не влезет, но с запаской что-нибудь придумаю. В крайнем случае буду иногда просто ложить докатку, когда еду далеко. Тест на одной половинке, когда еще не ставил этот range extender. Я проехался на той половинке 90 километров. Температура окружающего воздуха была 14 градусов. Батарея в процессе езды разогрелась до 31 градуса. Проехал я 90 километров. В принципе, нормально. Проехал одним рывком, то есть без остановок длительных. То есть ездил здесь по окрестностям и проверял, что из этого получится. После того, как поставил на зарядку, температура начала снижаться. Заряжался током 40 ампер. Разряд, это Curtis. Я думаю, что там пиковые токи были и до 500 ампер. Но недолго. NMC Химия, конкретно это, отличается тем, что нельзя давать слишком большие токи разрядные, потому что она от этих токов разогревается. Желательно не превышать 2C, а еще лучше не превышать 1C. Поэтому, когда я поставлю вторую часть такую же аккумуляторной батареи, у меня токи будут при 400 ампер-часах аккумуляторной батареи, токи будут максимум 500 ампер, что не будет явно превышать этот указанный мной лимит. То есть это будут токи 1C, а то и меньше. И батарея, думаю,
вообще не будет греться. Ну, может, там чуть-чуть. Кстати, после проезда 200 километров вот в таком варианте, то ячейки не разогрелись больше 30 градусов, при всем, что на улице было 20 градусов тепла. То есть я их за 240 километров нагрел всего лишь на 10 градусов. Очень неплохо. Аккумулятор вот 20 киловатт-часов стоит примерно 2500, может чуть больше. Ссылку я на сайт давал. Я думаю, что цены внешне постоянные, они будут там со временем меняться. Вы их всегда можете уточнить. То есть, когда поставлю вторую такую часть, у меня получится там 40 киловатт-часов, и батарея будет стоить примерно там $5000. Как упакована постоянная часть, вы увидите. Ячейки там друг относительно друга не шевелятся, то есть не движутся. Они проложены текстолитом, потому что сама пленка, в которой обмотаны ячейки, она достаточно тоненькая, и если, не дай бог, протрется, то и на корпусе металлическом есть потенциал. Если протрется пленка, ну, будет очень нехорошо, вплоть до печальных последствий. Поэтому вот эти все вещи нужно предусматривать, потому что многие упаковывают ячейки друг к другу, то есть не прокладывая между ними изолятор дополнительный. Ну, дальше смотрите, как я делал аккумулятор, как устанавливал БМС. В общем, смотрите, что получилось. Ну, вернее, еще не получилось, еще получится, потому что это только половинка батареи. Вот так будет стоять, и в два слоя, в два этажа, вернее. Ячейка 100 ампер-часов, химия NMC. Я проверил емкость, разрядив от 4,2 вольта до 3,2 вольта, получил 101,5 ампер-час. Если бы разрядил, наверное, сильнее, еще бы там, может быть, 1-2 ампер-часа добавилось. Эта ячейка примерно в 2 раза, а то даже и больше, меньше тех литий-железофосфатных ячеек, которые я сейчас использую на Славуте. Ну и весит, соответственно, почти в 2 раза меньше. Прогресс не стоит на месте. И современный литий-железофосфат, он тоже имеет лучше параметры, чем те, которые были 8 лет назад, когда я покупал Тандерскай или Винстоны. Почему я решил использовать NMC? Ну, был, конечно, соблазн опять поставить литий-железофосфат, и я чуть на него не пошел, но все-таки захотелось попробовать вот эту химию, пощупать ее руками, почувствовать на себе, как она работает. Поэтому остановился на этих аккумуляторах. Здесь вы видите клапан, то есть с насечкой, сверху закрыто прозрачным пластиком. Скорее всего, и так не видно, только на ощупь чувствуется. То есть, если произойдет какая-то авария, клапан вскроется, и в принципе будет видно, что произошла какая-то нехорошая бяка с этой ячейкой. Здесь наклейка, не знаю, что она закрывает, но здесь какое-то что-то есть, углубление. Наклеена пленка на аккумулятор, но я в любом случае проставляю из текстолита 1 мм
может там чуть-чуть больше, по-моему, около 1,5 миллиметров сепаратор между ячейками. Дело в том, что вот эта пленка при трении может протереться, а учитывая, что на корпусе корпус сделан из, по-моему, алюминия, то и на корпусе есть потенциал, то есть будут происходить нехорошие вещи, когда одна ячейка касается другой, то есть будут токи утечки, короткие замыкания, в общем, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому я все-таки советую прокладывать сепаратор. Ну, вы увидите на видео. Видно такой болтик, только вот это круглый, что в середине шестигранный. По-моему, у меня даже есть. Тут гораздо удобнее будет. Да. Вот это. Вот это. Единственное, был. А вот есть сейчас. Так, тут лучше обварим. Не той стороной. Красота среди бегущих. Первых нет и отстающих, да? Можно туда поближе, даже нужно. С определенным зазором. Да, чтобы провода там еще вводить, выводить. А вот так. О. Я бы... Что, вот тут закрепим, да? Или как? Еще. Тут 75. 75. Так. Ящик занимает только треть багажника. И тут еще влезет даже в 2 слоя, но в один точно 3 ряда аккумуляторов.
Один обжали, завели. Потом только приступаем к следующему. Иначе будет замыкать, коротить, искрить. Так. Не вставляем. Начало проверить надо. Берем тестер. Стали на минус. Посмотрели здесь. ЖНД. Здесь. И пошли по очереди. 3,74. 7,47. 11,19. 14,94. 18,63. 22,41. 26,12. То есть по возрастающей. Меньше, больше, 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 больше и больше. Все. Вот тогда можно вставлять. Есть еще тестер хардварный. Сейчас покажу. Вот такой вот тестер. Он на сайте есть. Подключаем. Все синенькие. Значит, все окей. Если где-то будет перепутана полярность, будет гореть красненький, по-моему. Здесь есть подписано Red Polarity, Blue Oak, Yellow Overvoltage. То есть Overvoltage это значит, ну, слишком высокое напряжение. То есть, скорее всего, тоже перепутали выводы. И там напряжение больше, чем 4 вольта. 4 с копейками. Вот такой тестер. И здесь тоже. Но здесь 7 не горит, потому что здесь на 6 ячеек. Как вы можете заметить, в моем случае платы стоят максимально близко к ячейкам и будут объединяться между собой и с центральным модулем через шину данных. То есть вот шина данных в одной плате, во второй будет проложен шнур и уйдет дальше. Это один из вариантов. Второй вариант — это когда БМС собирается вот такой стопкой. То есть сколько нужно плат. И уже балансировочные провода, вот они, идут к БМС. То есть БМС где-то стоит там в сторонке, где-то далеко. И балансировочные провода туда уходят. Два разных подхода по компоновке. Какой лучше? Ну, мне больше нравится вот такой, как я применил. Объединение шиной данных. Но настаивать я на этом не могу и не хочу. То есть каждый решает сам для себя. То есть, но в случае, когда БМС используется стопкой, вот эти разъемы получаются не нужны, потому что их аналог находится вот. То есть, если обратить внимание, то есть 4-пиновые разъемы сверху и снизу, которые насквозь проходят через платы. И внизу стоит терминальный свич, терминатор, так называемый. Поэтому в случае, если вы используете стопкой БМС, вот эти разъемы просто, ну, либо остаются на платах, либо убираются и используются где-то в другом месте. Вот на что, собственно, хотел обратить внимание. И когда происходит разборка, сборка всегда идет снизу вверх, разборка, соответственно, сверху вниз. Откручиваются, затянуто. Раскручиваются 4 стоечки, и плата, получается, как бы сдвигается.
влево, разъемы выходят друг из друга, сдвинулись, вытянули. Точно так же устанавливается. Поставили чуть со смещением, одели разъем и потом уже закрутили стоечки. Это плата с каншиной. По умолчанию поставляется без каншины, потому что эта штучка добавляет цену. Здесь трансмиттер с гальванической развязкой, преобразователь. Ну, объективно чуть выше расходы. То, что касается моего случая компоновки. Я поставил термодатчик на каждую ячейку. Термодатчики стоят на каждой шине. То есть с одной стороны контролируется нагрев шины. То есть если будет где-то плохой контакт, шина будет греться. С другой стороны через эту же шину контролируется нагрев любой ячейки. То есть если температура будет расти, это будет видно. То есть если растет температура по какому-то термодатчику, ну значит нужно искать проблему, в чем она заключается. Вот так выглядит собранная батарея. То есть это половинка, вторая половинка будет ставиться сверху. Ну, это все будет объединяться. Ну, в принципе, здесь получается у нас одна, то есть вот здесь минус. Одна плата работает на 7 ячеек, то есть видно. Все 7 термодатчиков подключено, 7 ячеек. Эта плата работает на 6 ячеек. Вот есть одна перемычка между 6 и 7, 6 и 7 выводом. И здесь на терморазъеме стоит вот такая перемычка. ЖНД на 7 вывод. Это говорит плате о том, что при старте плата проверяет, есть ли перемычка на массу. Если она есть, то это значит, что плата работает на 6 ячеек. Если будет перемычка между 6 и ЖНД, то это будет говорить о том, что плата на 5 ячеек. То есть закорачивание датчика ячейки говорит о том, что эта ячейка не используется. Ну и, соответственно, перемычка, то есть проверяется начиная с 4, вернее, начиная с 5 перемычки. То есть 5, значит, уже на 4 ячейки. 6, значит, на 5 ячеек. 7, значит, на 6 ячеек работает. То есть алгоритм именно такой. То есть достаточно одной перемычки поставить, то есть по очереди проходит и решает, на сколько ячеек работает плата. Соответственно, эта перемычка служит для того, что дело в том, что питание берется только с 7 вывода платы. И она подает плюс сборки на 7 вывод. Таким образом плата запитывается. Что хочу еще обратить внимание. У термодатчиков, масса термодатчиков привязана к конкретной ячейке. И, соответственно, в данном случае это будет вот этот вывод. У этой платы, соответственно, это будет вот этот вывод массы. И объединить в один провод массы термодатчиков нельзя. Потому что разность потенциалов, и у вас сгорит либо эта плата, либо эта. Когда вы воткнете разъем. То есть в пределах вот обслуживаемых ячеек этой платы массу можно объединить. То есть у меня так и сделано. То есть идет черный провод, сюда один. От этого термодатчика он здесь подпаялся, от этого здесь подпаялся, от этого здесь и так далее. То есть вот один минусовой провод для платы. Не для 2, не для 3, не для 4. Не знаю почему, но эту ошибку уже... В общем, на эти грабли натолкнулся не один человек.
Почему решают объединить массу нескольких ячеек? Хотя, собственно, термодатчики работают именно, это шина данных гальванически развязана вот этими оптронами. А термодатчики, они привязаны к потенциалу этих ячеек, которые обслуживает эта плата. По разводке шины данных. Вот она. Нумерация плат всегда идет от минуса батареи. В нашем случае минус будет вот здесь. Это первая плата. Следующая плата от минуса. Вторая плата. Красный заходит на все пины VCC, то есть это питание плюс питание. GND это минус питание, то есть все эти пины параллельны на всех платах. То, что касается RX, TX. TX это передача, RX это прием. Первая плата передает данные на главную. То есть получается вот этот синий провод у нас находится заведен на TX. И он сквозняком идет аж до центральной платы, главной платы. И заходит там на RX. То есть по цепочке получается. Эта плата принимает от второй платы, вторая принимает от третьей, третья принимает от четвертой, четвертая принимает от главного модуля. И по цепочке плат данные передается. И самая нижняя плата, ближняя к минусу, передает эти уже данные на центральный модуль. Вот такой багажник получается. Теплый. Ставим сюда. Просто ставим. Минут 20. Дивись, от тут є упорчики. От. Один бачиш і з тої сторони. Ага. От, упорчики. Тобто, і з боків ось є упорчики. От, Ага. тобто ми туди як підводимо і ложимо акуратно. Ага, понял. Не-не-не, чуть-чуть. Ты назад, выноси назад. О, не бачиш, куди там. Фонарик, вот. Не бачиш, що там проходить? По-моему, попало. Ну, давай под... Да не, вон отверстие. Сейчас подсветим. Батарея наконец-то установлена. Все смонтировано. Единственное, что плюс пока подвешен времянкой. Справа, если видите, провод с красной термоусадкой на наконечнике. Сверху планка деревянная, это фиксатор, чтобы при прыжках, ну, вернее, при тряске аккумуляторы не подпрыгивали. То есть это упорчик. Почему
Плюсовой провод прикреплен не стационарно, потому что планируется батарея к расширению. Это стартовый комплект. Поэтому решил стационарно не закреплять, потому что будет пока непонятно, как дальше этот плюсовой, куда уйдет и как. Запускаем Telnet. Проверяем, что есть соединение, то есть приглашение. Заходим в папку конфиг. Не заходим. Конфиг. Здесь нам нужно установить 26 ячеек. Шесть ячеек. Смотрим ошибки. Вроде нету. ERR 0, текущая ошибка. То есть все вроде хорошо. Кстати, в папке Diag есть еще такая команда Transmit. Можем увидеть состояние по ячейкам. Отключаем Transmit 0. 3.70, около 3.74 и так далее. Температура тоже соответствует действительности. 16, 14. Где-то чуть холоднее, чуть теплее он на солнышке. Ячейки. Окей. Можно дальше пробовать.